Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом самых воздушных творожных кексов. Они легкие, как облачко. Фактически это нежное творожное суфле. Тесто похоже на известный японский хлопковый чизкейк, только готовится все из самых простых и доступных продуктов с творогом. Рекомендую приготовить такой нежный и вкусный десерт. Уверена, такие творожные кексы, чизкейки всем понравятся. Для рецепта мне понадобится я поставила сотейник на плиту, добавляю сливочное масло, вливаю молоко. Эту массу мне надо довести почти до кипения. Масло полностью растопилось, начинается кипение, сотейник снимаю с плиты. Добавляю сюда творог. Для рецепта я использую домашний творог. Как сделать его дома, вы можете посмотреть у меня на канале. Я оставлю ссылку под видео в описании. И теперь всю массу я хорошо пробиваю погружным блендером до однородности. Фактически я сейчас делаю такой нежный крем-чиз, только из обычного творога. Вот такая однородная в итоге масса должна получиться. И теперь я очень аккуратно разделяю белки и желтки у 4 крупных яиц. Желтки я сразу добавляю в творожную массу. Также в творожную массу я просеиваю муку и крахмал. Я использую кукурузный крахмал. Снова хорошо все пробиваю блендером до однородности. Вот такая в итоге однородная масса должна получиться. Сейчас взобью белки до мягких пиков. Добавляю в них щепотку соли. Начинаю взбивать. Когда появилась вот такая легкая пена, постепенно всыпаю сахар. Примерно в 3 приема. И хорошо все взбиваю. Во взбитые белки добавляю 1 чайную ложку экстракта ванили. Еще раз перемешиваю. И теперь мне надо очень аккуратно соединить обе массы. Добавляю белки сначала в творожную массу. Перемешиваю. Добавляю еще немного белков. Теперь уже я стараюсь перемешивать очень аккуратно, чтобы сохранилась пышность. Перемешиваю лопаткой сверху вниз. И теперь уже вот эту воздушную массу я добавляю в оставшиеся белки. И хорошо все перемешиваю до однородности. В итоге получается очень воздушное тесто, как суфле. Кстати, рецепт очень вкусного воздушного суфле уже есть у меня на канале. Я оставлю ссылку под видео в описании. А здесь, можно сказать, получается такое творожное суфле. По структуре оно напоминает самый нежный японский чизкейк, который называется хлопковым. Вот такое тесто получается. Выпекать мои воздушные кексы я буду в форме для маффинов. Выложила пергаментные формочки в каждую ячейку. И теперь очень аккуратно наполняю все формочки тестом. Наполняем фактически до самого верха, так как это тесто во время выпечки поднимется, но затем оно снова осядет при остывании. Я добавляю тесто там, где его не хватает, и немного все разравниваю. В итоге у меня получается 12 кексов. Фактически я полностью заполнила все формочки до самого верха. Немного постучу формой об стол, чтобы тесто распределилось более равномерно и вышли пузыри воздуха. Форму я переставляю в противень. Наливаю в него только что закипевшую воду. Вода должна доходить фактически до середины форм для маффинов. И теперь я отправляю все выпекаться в хорошо разогретую до 160 градусов духовку примерно на 40 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Противень я ставлю на средний уровень, включен верх и низ. Когда кексы будут готовы, я их оставлю остывать в выключенной духовке на 10 минут. Посмотрите только, какие потрясающие кексы получились. Они просто сама нежность. Такие легкие, воздушные и, конечно, невероятно вкусные. Достаю их из форм.
Сверху кексы можно присыпать сахарной пудрой. Эти кексы получаются просто невесомые, как облачко. Такие легкие, пушистые, невероятно воздушные. На мой взгляд, они получаются даже еще вкуснее, чем известный японский хрупковый чизкейк. Они и сама нежность. Обязательно их приготовьте и попробуйте. А я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикок «Позитивная кухня». Всем пока!